Ранним утром 14 сентября 2025 года в небольшом поселке Хайленд-Крик, расположенном недалеко от лесов штата Монтана, жители проснулись от странного жалобного воя, доносившегося со стороны старой фермерской дороги. Звук был настолько громким и тревожным, что несколько соседей сразу вышли из домов, пытаясь понять, что случилось. Подойдя ближе к заброшенному участку возле лесополосы, люди увидели маленького бурого медвежонка, который оказался намертво запутан в старой металлической сетке, покрытой ржавой колючей проволокой. Животное отчаянно пыталось вырваться, но каждое движение только сильнее затягивало проволоку вокруг лап и туловища. Медвежонок громко кричал от боли и страха. Неподалеку находилась взрослая медведица. Она нервно ходила вокруг деревьев, поднималась на задние лапы и внимательно наблюдала за людьми. Было очевидно, что она пыталась помочь своему детенышу, но не могла приблизиться к проволоке. Любое резкое движение со стороны людей могло спровоцировать нападение, поэтому местные жители решили не рисковать и сразу вызвали службу охраны дикой природы. Через некоторое время на место прибыли сотрудники природоохранного департамента штата, а также представители местного офиса шерифа и специалисты по контролю за дикими животными. Ситуация оказалась крайне опасной. Испуганная медведица продолжала оставаться рядом и могла атаковать в любой момент, если почувствует угрозу для детеныша. После короткого обсуждения специалисты приняли решение временно усыпить медведицу транквилизатором, чтобы безопасно провести спасательную операцию. Один из рейнджеров осторожно приблизился и выстрелил дротиком со снотворным. Через несколько минут медведица начала терять силы и спокойно опустилась на землю возле деревьев. Как только территория стала безопасной, спасатели быстро подошли к медвежонку. Чтобы он не поранился еще сильнее во время попыток вырваться, сотрудники использовали специальный удерживающий шест. Другой специалист начал аккуратно перекусывать колючую проволоку большими кусачками. Работа шла очень осторожно. Ржавый металл глубоко впился в шерсть и кожу животного. Медвежонок продолжал паниковать и громко кричал, но постепенно проволока ослабевала. Спасатели разрезали сетку по частям, стараясь не причинить дополнительной боли. Спустя несколько напряженных минут одна лапа освободилась, затем вторая, и вскоре маленький медведь уже смог самостоятельно подняться на ноги. К счастью, серьезных травм у него не оказалось, только неглубокие порезы и сильный стресс. После освобождения рейнджеры отошли на безопасное расстояние и стали ждать, пока медведица полностью придет в себя после действия препарата. Когда она наконец открыла глаза и поднялась, медвежонок уже стоял неподалеку. Несколько секунд медведица внимательно смотрела по сторонам, а затем быстро подошла к детенышу и осторожно коснулась его мордой, словно проверяя, все ли в порядке. Люди наблюдали за этой сценой молча, понимая, насколько важным был этот момент. Чтобы животные безопасно ушли подальше от дороги и жилых домов, сотрудники задействовали служебную собаку по кличке Рокки. Пес помог направить медведицу и медвежонка обратно в сторону леса, не позволяя им приблизиться к опасному участку. Спустя несколько минут оба медведя скрылись среди деревьев. Операция завершилась успешно. Никто из людей не пострадал, а животные смогли вернуться в дикую природу. Эта история быстро распространилась по всему округу и стала напоминанием о том, насколько важно осторожно относиться к окружающей среде. Старые заборы и брошенная проволока могут стать смертельной ловушкой для диких животных, а своевременная помощь людей способна спасти жизнь даже в самых опасных ситуациях.